Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. В рамках недели моды в Милане, которая всегда насыщена чередой самых ярких и невероятных показов, презентация коллекции весна-лето 2025 под маркой Emporio Armani традиционно вызвала повышенный интерес у всех, кто следит за новинками в мире фэшн-искусства. И связано это не только, да и не столько с досконально продуманным до мелочей и в совершенстве исполненным стильным гардеробом на предстоящий сезон. Модная публика стремится в очередной раз убедиться, что даже перешагнув 90-летний рубеж, основатель империи итальянского бренда с полувековой историей сегодня не спешит сдавать позиции, работает в заданном темпе и уверенно держит марку. В подиумных нарядах мы видим те же четкие, но мягкие плавные линии, их крой абсолютно безупречен и гармонично связан с умелым союзом роскошных тканей, акцентных деталей. При этом образы впечатляют очаровательной непринужденностью, расслабленностью. Ведь если у респектабельной марки Giorgio Armani все должно быть строго по канонам дома моды, то в более молодой отдельной линейке Emporio Armani всегда найдется место для повседневных, порой авантюрных, раскрепощенных аутфитов. На создание новой коллекции дизайнера вдохновила давняя фотография авторства Тома Монро. Черно-белый снимок девушки-модели в стиле Emporio 90-х в мужском костюме, галстуке и с приглаженными на пробор волосами определил характер и стиль образов, задал тон и настроение модному шоу. Фото послужило приглашением на показ и оказалось центральной частью в сет-дизайне выставочного пространства, которое оформили в таких же нейтральных черно-белых тонах, просто, сдержанно, минималистично. В комментариях кутюрье объясняет свой выбор. Это фотография из моего прошлого, но она также представляет и будущее. Когда-то радикальный, сегодня данный образ становится игрой. Времена изменились, и я осознаю, что внес вклад в эти перемены гардеробом и не только. Модели выходили на подиум на фоне знаменитого, даже когда-то провокационного изображения. А теперь тот же галстук в женском наряде становится лишь игривой тенденцией, к примеру, выполняя роль шейного платка или двухцветного бра-топа. Леди в брючных костюмах нынче могут выглядеть, подать себя и как респектабельные дамы, и как романтические беззаботные особы. Вы наверняка уже успели заметить, друзья, что модное шоу стартовало с серии брючных комплектов, где были строгие двойки с однобортным либо двубортным жакетом, брюками с высокой посадкой и мягкими защипами по линии талии, дружелюбно делили фэшн-сцену с нарядами, абсолютно не претендующими на деловой стиль. Хотя и выполнены они в той же серой гамме оттенков, которую позже сменит, казалось бы, не менее официальная черно-белая палитра. Впрочем, здесь есть одно «но». Темный фон смело заполонили яркие абстрактные принты. На одежде появилась разноцветная вышивка гладью, а контур изделий обозначила короткая контрастная бахрома. Далее еще интереснее. Право первой скрипки в модном оркестре получает фирменный арманиевский синий, который, безусловно, гармонично сочетается с белым. Укороченные брюки-шаровары, жилеты и юбки-баллоны, шелковые блузы-рубашки и свободные шорты, клетчатые костюмы и легкие тренчи составили идеальные комбинации с милыми шляпками, сетчатыми либо атласными ботильонами с высокой шнуровкой, плетеными или из замши с сумками-шоперами. Однако чудеса на этом не заканчиваются, и в модном гардеробе Armani появляются превосходные наряды в мягкой и нежной пастельной палитре, которую деликатно дополнили цвета, близкие к окружающей нас природе. Среди таковых хочу отметить платье на тонких бретелях и брюки-галифе в малахитовом тоне. Приятное сочетание притального верха в фисташковом с низом оттенка светлый орех и мокасинами в цвете пряной корицы. А также комбинацию замшевой куртки в нежном лавандовом тоне с брюками, цвет которых сходит с розовым сапфиром. Я уверена, друзья, вы не пропустите эти образы при дальнейшем просмотре, ведь ближе к финалу дизайнерам приготовлено самое вкусное. Подиум вспыхнул яркими сочными красками, заиграл мерцающим неоновым цветом, радужным переливом акварельных узоров, где даже на черном и глубоком темно-синем решено было разместить целую цветочную поляну. Последний штрих – завершающий блок вечерних нарядов. Вот уж где по полной раскрывается вся роскошь и блеск усыпанных стразами, расшитых стеклярусом и пайетками полупрозрачных фактур. На фоне минималистичного оформленного подиумного пространства смотрелось как-то по-особенному. Словно показ был организован не для тысячи зрителей, а для небольшого круга близких друзей. Такой подход – своего рода проявление философии Armani,
согласно которой истинное искусство, элегантность, умеренный шик не нуждаются в излишних демонстрациях. Мне нравится, а ваши, друзья, впечатления от стильных образов коллекции Emporio Armani я с интересом жду в комментариях. Надеюсь, вы не забудете поддержать канал лайком. Приятного просмотра, всем красоты, хорошего позитивного дня, чтоб чаще был повод для искренней теплой улыбки и солнечного настроения.